Всем привет! Не так давно бренд Нишане взял свои самые популярные ароматы, немного их изменил, где-то какие-то ноты добавив, какие-то убавив, и выпустил эти парфюмы под названием X Collection в честь их десятилетия. Давайте в этом видео посмотрим, что у них получилось и чем эти ароматы отличаются от изначальных. Первый аромат – это Ани. Я очень много вам о нем рассказывала. Это ванильно-амбровый аромат со специями, с кардамоном. Я очень люблю этот аромат. В новой версии, которая называется Ани X, добавили больше фруктов. Я здесь чувствую дыню, хотя производитель заявляет, что здесь заявлено больше нот. Здесь дыня, зеленое яблоко, шалфей еще появился и лаванда. Да, немножко лаванда здесь чувствуется, но в основном это, конечно, дыня. Ани X – это фруктовая версия изначального Ани. Я бы сказала, что это более женственная его версия. Они так немножко сгладили углы. Но мой личный выбор все-таки оригинальный Ани, потому что я старовер-консерватор. Вот. Тем не менее, тоже очень красивый аромат. Если вот этот вам казался грубоватым, рисковатым, вот это более его мягкая такая сладкая версия. Следующий аромат – это аромат 100 Silent Waves. Это аромат ванильный, с туберозой, белые цветы. И он, в принципе, очень сладкий, очень стойкий, очень густой. А вот в новой версии основное отличие заключается в том, что они добавили сюда ноту кожи. Это просто невероятно красиво. И здесь больше чувствуется пачули. Я могу сказать, что версия X мне нравится намного больше, чем вот эта. Может быть, как раз за счет того, что она стала менее сладкой. Потому что здесь прям такая очень зубодробительная сладость. Тем не менее, X шикарная версия. Она переливается, меняется. Стойкость, как и у всех парфюмов Нишане, замечательная. Поэтому вот... Мое впечатление, я в восторге. Это шикарный совершенно аромат. Жду, когда у нас появится в полноразмере на полках. Следующий аромат называется Хадживат. Это был один из первых ароматов, которые я тестировала в корнере Нишане. Для меня это все-таки мужской аромат. Это такой ананасово-цитрусовый аромат с ветивером, с древесными нотами. Очень яркий, очень цепляющий сразу внимание. Кто-то сравнивает его с Коридавентус. Ну, мне кажется, это такая традиция, все с ним сравнивать. Тем не менее, в новой версии, которая называется Хадживат, также X, вот мне он понравился больше. На мой взгляд, они здесь сделали то же самое, что с Ани, то есть они сгладили углы, он стал помягче. Здесь появилась такая вот нота грейпфрута, я бы сказала, такого грейпфрута в сахаре. И такие как будто вот, как лесные травы, что ли, что-то такое мятное, лесное. Не древесное, а вот именно вот растение в лесу. Мне нравится подобное направление в мужской парфюмерии, такие немножко цитрусово сложенные ароматы. Хотя мой фаворит это все-таки Dior Homme, его достаточно такая старая версия, у меня даже какая-то есть, вот она. Это аромат женской помады на мужской щетине. Главное, чтобы это ваша была помада. Вот. Кстати, здесь, по-моему, лицом является этот наш кабачок-то Паттисон, Роберт Паттисон. Вот, он является лицом Dior Homme. Ну, а вот Нишане я бы предложила, ну, это мои личные проекции, актера, которого зовут Джош Хартнетт. Он всегда играет вот этих вот плохих парней с внутренней трагедией. Всегда вот он такой вот с грустинкой, да, глаза с грустинкой. Мое женское сердце просто откликается на это. В общем, аромат Хадживат мне нравится в версии X больше, чем оригинальный. Следующий аромат называется Wulong Chai. У меня есть небольшой отливантик. Это аромат, который очень похож для меня на аромат Green Tea от бренда Elizabeth Arden. Такая вот помесь еще с Dia Polly от Wilhelm Parfumerie. Это изначально аромат с очень выраженными такими чайными горькими нотами, с мускусом, с цитрусами. Версия, которую мы сегодня с вами посмотрим, Wulong Chai в версии X. Этот аромат на него похож, я бы не сказала, что они прямо вот сильно отличаются.
Здесь появилось больше цветов. Здесь написано, что здесь появилась магнолия, инжир из фруктов, но я бы сказала, что я чувствую, как будто сюда добавили вот такую охапку цветов. Версия X мне нравится больше, потому что я к чайным ароматам отношусь хорошо, но я не могу сказать, что я прям в невероятном восторге, то есть я иногда могу купить себе какой-то отливантик. В данном случае версия X более цветочная, чуть послаще и нравится мне намного больше. Последний аромат, это аромат, который называется Fan Your Flames, он у меня был, я его уже кому-то там передарила. Оригинальный аромат, это такой вот древесно-кофейный аромат с нотами табака. У меня просто в какой-то момент стало ощущение, что я чувствую только табак, и все. И я с этим ароматом простилась. А вот в новой версии они добавили кокос, бобы тонка, и сделали его более мягким, более сливочным. Я бы даже сказала, что появились какие-то лактонные ноты. Вот этот аромат мне нравится больше, потому что он такой вот чуть помягче, чуть посливочней. Я думаю, что он будет обращать на себя внимание. И в целом к ноте кокоса я отношусь так нейтрально, когда ее немножко. Вот здесь ее в самый раз. Резюмируя, версия X Fan Your Flames мне понравилась намного больше. Вот такой вот получился у меня обзор. Большое вам спасибо за просмотр и до новых встреч!